Любые локализации почти всегда несут за собой большие изменения в изначальную задумку автора. Зачастую смысл картины теряется в каких-либо незначительных деталях, из которых потом и складывается полная картина. А иногда даже мультфильм из адаптации теряет свой первичный посыл в самом своем скелете. Будь то непереводимые фразы мастера Огвея или беседа Реми с отцом. Об этом, собственно, и эта рубрика «Трудности перевода». Но что если я вам скажу, что есть мультфильм, который в русской адаптации практически ничего масштабного не потерял? Когда я впервые садился за Мегамозг, то ожидал увидеть такие же огромные изменения, как и в той же Панде или Мадагаскаре. Но я был приятно удивлен. В обоих версиях Мегамозг выглядит достаточно ровно. Но вы тогда можете задать вполне резонный вопрос. Зачем тогда это видео? Да, как я и сказал, мультфильм не потерял в своей русской адаптации масштабных идей, которые продвигал оригинальный создатель. И все же, тут есть множество мелких деталей, которые крайне странно и совсем невнятно перевели. Возможно, во время просмотра вы тоже обращали на них внимание, но особо не задумывались. Поэтому сегодня мы сядем за это и полностью разберем все ляпы русского дубляжа Мегамозга. За все время создания этой рубрики я начал замечать одну вполне четкую тенденцию. Почему-то именно мультфильмы студии DreamWorks адаптируются на русский наилучшим образом. Да куда там, все мультфильмы так называемой «Золотой тройки», «Панда», «Шрек 2» и «Мадагаскар» — это именно картины DreamWorks. И это немного странно, ведь переводом и озвучкой мультфильмов как этой студии, так и Disney, Sony и прочих занималась одна и та же студия русской адаптации — Nevaфильм. Поэтому получается, что сами изначальные сценарии DreamWorks способствовали качественной локализации, что довольно-таки необычно. Итак вот, Мегамозг невероятно качественно выполнен в контексте дубляжа. А это было достаточно сложно сделать, ведь у Мегамозга был воистину звездный состав. Уилл Феррелл, Брэд Питт, уже в который раз Бен Стиллер, Джонатан Симмонс и прочие. И это при том, что оригинальная озвучка Мегамозга происходила максимально необычным образом. Брэд Питт, например, во время записи голоса Мачомена бегал по всей студии. Он буквально брал микрофон в руки и гасал туда-сюда. Дэвид Кросс и вовсе ни разу не был в студии звукозаписи DreamWorks. Он записывался где-то в Великобритании, после чего просто скинул свой звук чуть ли не через Skype. В любом случае получилось шикарно, как в английской версии, так и в нашей. Я решил выбрать имя чуть поскромнее. Мегамозг! I decided to pick something a little more humble. Megamind! И еще Мегамозг! Это за космическую мачеху! Ты ей врал! Megamind! This was for Space Stepmom! You lied to her! О, ты злодей, это правда, но совсем не супер! Oh, you're a villain, all right. Just not a super one. Но в целом они довольно равнозначны. И тем не менее, не все так гладко с переводом. Давайте начнем сначала. С самого начала. Наверное, самое неясное решение русских локализаторов заключается в изменении имени Метромена на Мачомена. Правда, кто-то может назвать хоть одну логичную причину это делать. Просто само имя Метромена подчеркивает, что он является героем именно города, в котором происходит событие мультфильма — Метро-Сити. Он как бы принадлежит ему, и поэтому его уход чуть позже становится еще более значимым, хотя бы на подсознательном уровне. Кстати, еще интересен момент, когда Метромен становится мьюзикменом. Тогда он начинает петь песню, которая была написана Джастином Терру, который озвучивал отца Мегамозга. К слову, песня исполнена так себе. I have eyes that can see right through lead. Явно ведь у него были проблемы с гитарой. Ну что ж, хоть и конец света, но все же мог зайти на E-каталог. Элементарно, в поиске написать электрогитара, думаю, отчисления за геройскую деятельность ему уже не идут, поэтому ставим до 5000 гривен или 13 тысяч рублей. Вообще, можно хорошенько отфильтровать, но в гитарах я право не разбираюсь, поэтому просто выбираем подобрать. Ищем подходящие варианты, под понравившиеся ставим сравнить, определяемся с выбором и покупаем в самом дешевом или рейтинговом магазине. Тут уж самим решать. Ну вот и все, теперь исполнение видно улучшится, хоть и вокал стоило бы подкачать. Ну, и давайте сразу разберемся со всеми именами. Имя Титана на английском тоже имеет некоторые интересности. Дело в том, что его имя в оригинале произносится как Titan, но таким образом произносятся два слова в английском. Вот эти. Первое из них мы знаем, оно означает Титан. Я Титан! А второе — это глагол,
который переводится как «ужесточать». То есть его имя имеет такой скрытый смысл. Ведь когда он получает силу, он и вправду Titan, ужесточает положение в городе. Также, одной из самых примечательных черт всего мультфильма были искажения различных слов самим Мегамозгом. И тут сразу масса всего. Во-первых, слово, которое неправильно произносится раз в 10, если не больше. Это Метросити или Метросити. Метросити. Метросити! Метросити. Метросити! Метросити. На английском тут похожая ситуация, как и с Титаном. Когда Мегамозг произносит Metrocity, это крайне созвучно со словом Atrocity, которое переводится как злодеяние или жестокость. And atrocity. Вообще, все эти искажения очевидно существуют, чтобы показать нам, насколько Мегамозг одинок и далек от мира. Это хорошо заметно в следующем моменте. Hello. It's hello. Hello? Like that? Тут нам демонстрируют, что он даже не знает, как говорить слово hello, то есть привет. И мы сразу понимаем, насколько он был далеким от людей на протяжении всей своей жизни. Ведь он никогда даже ни с кем не приветствовался. На русском же тут перевели это иначе. Ольо. Надо говорить алло. Алло. Вот так? В нашей адаптации он просто не знает, как говорить алло, что, конечно, не так масштабно, как в оригинальной версии. Можно также затронуть и другие слова, но в принципе в них нет особого смысла. Как на русском, так и на английском они просто неправильно произносятся и все, без какого бы то ни было скрытого смысла. Ну, единственное, что еще можно притянуть, это то, как Мегамозг произносит слово «школа». Шкиоля. Шур. Я пытался вбить слово «шул» в гугле, но правда, нашел только индийский фильм про войну. Я сомневаюсь, что авторы Мегамозга делали отсылку на это. Но если так, то возможно «шул» это как бы отсылка на то, что для Мегамозга школа была как война. Но это сильно притянуто за уши. Кстати, еще в одном моменте Мегамозг в дубляже произносит слово «паук» на украинском. Просто вам как интересный факт. Да, мой павук. Также хотелось бы сказать еще пару слов про Мачо Мэна. Вы, конечно же, знаете, что Метромен — это супер жирная аллюзия на Супермена. Он имеет такие же силы, да и выглядит схожим образом. Но при этом всем его ни разу не называют Суперменом в оригинальной версии. Чего не скажешь про нашу. Я помню два момента, когда в русском дубляже его в открытую зовут Суперменом. Кто Супермен? А всего-то надо было устранить главного супермена вселенной. И насколько я могу судить, наши локализаторы опять считают нас немножко отсталыми. Раз они пытаются максимально разжевать то, что Мачо Мэн это Супермен. Это примерно то же самое, что и Горячо в Шреке 2. И раз уж мы заговорили о подобных моментах, то в самом конце мультфильма, когда Мегамозг дерется с Титаном, он находит свой диффьюзер, чтобы забрать силу у Титана. Но прибор начал нагреваться, как обычно. О, опять нагревается! Oh, you've got to be kidding me. На английском об этом ничего не сказано, и приходится понимать это по реакции Мегамозга. Но на русском добавили фразу «нагревается», чтобы мы поняли. И это, кстати, отличный пример того, когда нужно вставить фразу, которой не было в оригинале, ведь и вправду без нее непонятно. Это вам не горячо всякие. Еще одна слишком непонятная серия моментов была в эпизоде, когда Роксана находит логово главного злодея, и Мегамозг притворяется Бернардом. В той сцене он показывает на выход, что на английском звучит как exit, после чего добавляет, что эта дверь выглядит exciting, то есть захватывающе. Слово exit здесь используется как аббревиатура к слову exciting. This way looks exciting. No, it says exit. Which is the abbreviation for exciting, right? И я понимаю, что это сложно перевести на русский. Но из-за того, что наши адаптаторы сделали, начинается куча странных моментов. Давай сюда, выходной дадут. Нет, это просто выход. А разве это не сокращение от слова выходной? Они говорят, что там выход, значит дадут выходной. Да, это уже несуразно, но дальше все выходит еще большим боком. Ведь эта шутка фигурирует во всей сцене. Сперва Рокси говорит, что Бернард был прав о том, что дверь exciting, захватывающая, ведь за ней крокодилы и играет музыка. На русском там опять выходной. За той дверью непростой выходной, вечный. You were right about that door being exciting. Ну и после побега с логова Роксана говорит, что это было exciting. На русском ей опять нужен какой-то выходной. That was really exciting. Хочу выходной. Ну и напоследок про еще одну игру слов. В той же сцене с Бернардом Мегамозг инициирует с ним драку. Ну, драку с самим собой. В оригинале происходит такой диалог. You know the drill. Oh no, not the drill! Мегамозг говорит Рокси «You know the drill», что переводится как «ты знаешь правила». После чего Бернард кричит «Oh no, not the drill».
что можно перевести как «О нет, только не дрель», ведь drill — это еще и дрель. Вот так вот. Обе версии Мегамозга отличны в любом случае. И, как я говорил ранее, весь главный смысл мультфильма сохранился, хоть и немного подряпался. И это такой, даже весьма уникальный пример на данный момент. По крайней мере, я сейчас не могу назвать что-либо, лучше сохранившее изначальную идею, чем это сделано в Мегамозге. Но вообще, про смысл Мегамозга меня уже давно просили сделать ролик. Так что, если это видео наберет большие обороты, то что ж, так и сделаю. Все в ваших руках. Всем большое спасибо за просмотр. И еще увидимся. Кстати, вы заметили, что маленький Мегамозг похож на Машу?